Обычно на скользкой дороге водители стараются ехать помедленнее. Однако автомобилистка на легковушке к ним не относится. На большой скорости девушка теряет управление, и машина вылетает в кювет. У легковушки отлетает колесо. Она переворачивается и напоследок врезается в бетонную стену. К счастью, девушка невредима и самостоятельно выбирается через окно искореженной машины. В машине еще 2 пассажира. Все остались невредимы. Участникам аварии невероятно повезло. При столкновении с бетонной стеной шансов выжить у них практически не было. В Москве 2 девушки устроили разборки с активистами Стоп-Хама. Им не понравилось, что молодые люди клеят наклейки на неправильно припаркованные автомобили. Мне проще штраф заплатить, ясно? По закону, чем вот клей. Одной девушке принадлежал неправильно припаркованный автомобиль. Другая увидела происходящее из окна квартиры и решила заступиться за подругу. Активисты пытались объяснить агрессивным девушкам, что из-за перекрытого машинами тротуара могут пострадать пешеходы. Оттерите мне ту хрень, которую наклеили. Но девушек слова не вразумили. Они попытались заставить активистов убрать наклейки с автомобиля. Однако молодые люди были непреклонны. Так и не добившись своего, скандальные особы ретировались. Махачкала. Девушка за рулем легковушки поворачивает на перекрестке. Во время маневра она слишком сильно выворачивает руль, прибавляет газ и в результате таранит автомобили, стоящие на встречной полосе. В аварии пострадали только машины. А вот горе-водителю не помешает взять несколько дополнительных уроков вождения. Автоинспекторы Барнаула только с помощью наручников смогли усмирить неадекватную женщину. За несколько минут до задержания она не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в здание местного театра. В момент аварии легковушка едва не задавила пешехода. Девушка отскочила в последний момент. Водительница «Тойоты» также чудом не пострадала, но вела себя крайне агрессивно. Подождите, в машине посидите. Да я не хочу вас. Да не хватайте меня за руку. Вы меня арестовали или что? Да, задержу. Просто Да я говорю, сидите в машине. Женщину по имени Оксана несколько раз просили успокоиться, но уговоры не помогали, а даже наоборот вызывали еще большую агрессию. Задержанная сломала видеорегистратор в полицейской машине. Вот ехать. Все записываю. Почти до конца и направо. Оксана даже ударила автоинспектора. Это уже переходило все границы. Давай, Женщину доставили в отделение. У нее были все признаки алкогольного опьянения. Правда, сама задержанная утверждала, что была трезва, а в аварию попала из-за отказавших тормозов. Я не справилась с управлением, у меня отказали от тормоза. А вы трезвая? Да. Но у полицейских было другое мнение. Тормоза как раз были в порядке, а вот сама автомобилистка нет. Таран театра недешево обошелся женщине. За вождение в нетрезвом виде ее лишили прав и оштрафовали. Северная Осетия. Город Моздок. Автомобилистка на внедорожнике выезжает с парковки, а затем пытается развернуться. Похоже, она разволновалась за рулем. После нескольких маневров иномарка врезается в легковушку.
девушка поскорее уезжает с места ДТП. Хотя ей это дается с большим трудом. Автомобилистке не хватает опыта, а еще больше – совести. И в следующей части «Дорожных войн». Пьяная, румяная. Ты что, не понял, что ли? Машина подвыпившей автомобилистки заглохла посреди дороги. Старики и дорога. Пенсионерка протаранила 3 автомобиля. Пусть это будет всеобщая Америка. Не поддается логике. Неадекватная девушка не давала автоинспекторам покоя. А еще кто-нибудь с Магадана есть тут? Подайте на задний план, а? Ты что, не понял, что ли? Придурок. В Мурманске внимание водителей привлекла пьяная автомобилистка на старенькой «Волге». Машина девушки заглохла посреди перекрестка и мешала движению автомобилей. При этом автомобилистка умудрилась поругаться со всеми окружающими, в том числе с полицейскими. Наталья, так звали нарушительницу, мирно побеседовала с полицейскими, а затем попыталась скрыться на своей машине. Автоинспекторы догнали девушку, и чтобы она снова не сбежала, заковали ее в наручники. Все, я никуда уже не поеду. Отстегни меня, ты что, пристумнешь? Охренеть. Отдых в наручниках девушке не понравился. Она стала возмущаться и оскорблять инспекторов ДПС. Сними! Я достану тебе, я достану права, документы, все, что хочешь. Наталья упрашивала расстегнуть наручники и обещала вести себя прилично. Однако полицейские ей не поверили. Я успокоюсь. Я успокоюсь, только снимите мне наручники. Не зря ей не доверяли. Неожиданно девушка снова попыталась сбежать. Правда, на этот раз уже без машины. Пойдемте со мной, со мной. Не пойдем мы никуда. Со мной мы Пойдемте в пойдем. патрульный автомобиль. Да я не пойду в патрульный Пойдемте автомобиль. в патрульный Да автомобиль. вы что, гоните, что ли? Я не гоню. Какой патрульный? Вы не гоните. Наталья изо всех сил вырывалась из рук полицейских. Однако сопротивление было бесполезно. Задержаны? Ну, конечно. Палочку покажи, что я задержана. Ну, вы задержаны, административно задержаны, да. В конце концов, Наталья смирилась и покорно отправилась в участок. Езда в состоянии опьянения является самым серьезным запретом за рулем. Однако на эту нарушительницу никакие правила, кажется, вообще не действовали. Ты что, не понял, что ли? Придурок. Трасса в 2 километрах от города Иваново. В автомобильной среде часто возникают споры о том, что пожилые люди за рулем несут в себе некую опасность. Зеленым «Пежо» управляет 63-летняя женщина. Нежданно-негаданно она выезжает лоб в лоб встречным автомобилем. Пенсионерка протаранила 3 автомобиля. По ее признанию, она неожиданно потеряла за рулем сознание. Лишь чудом все остались живы и отделались ссадинами и ушибами. Пусть это будет всеобщая Америка. Или Словакия, или Индия. Девушка, или вы оденьтесь на улице. А почему? А почему? Это же все равно что-то общается. Очень экстравагантный пешеход повстречался автоинспектором в Кирове. Нетрезвая девушка подошла к экипажу ДПС и начала перечислять страны мира. Полицейские попросили не мешать им. В ответ на это странная особа сбросила себе одежду. Ну, почему голая здесь, девушка? Наверное, я Югославия. Вы позывную Девушка, вы кировская вообще, с Кирова? А вообще-то да. Девушка представилась Натальей и уходить не собиралась. Она и слушать не желала, что находиться на улице в таком виде нельзя.
стойте здесь уже. Да, естественно. Мужчина. А еще кто-нибудь с Магадана есть тут? Подойдите на задний план, а? Я хочу кое-что объявить. Наталья вдруг решила доказать свою любовь к родине и снова принялась за старое. Видит это? Девушки, здесь улица, так-то улица, здесь народ Нет, ходит. я вижу. Оденьтесь, пожалуйста. Кто-нибудь видит, что это русский народ? Терпение автоинспекторов закончилось. Наталью задержали и усадили в патрульный автомобиль. От такого поворота событий девушка расплакалась. Вы защитили меня. Вы защитили меня от того, что я... Вскоре Наталья призналась, что напилась из-за конфликта с сестрой. Затем пошла просить прощения, но до дома родственницы так и не добралась. Вообще, то есть, вы почему сейчас не дома? Сейчас ведь позднее Почему время. я не дома? Потому Позднее что я время. хотела узнать, что такое моя сестра, что такое моя родня, Вашу сестру что такое обидели где-то? мое, что такое мой дом. Понятно? Вашу сестру обидел кто-то? Да Обидел? пошел ты... Неожиданно Наталью охватила истерика. Она даже попыталась ударить полицейского. За это на нее надели наручники. Что? С ума сошла или что? Да? Давай, Виталя, наручники. Ну, проверим, на что он способен. Автоинспекторы вызвали патрульно-постовую службу. Но голая дебоширка попыталась сопротивляться и этому подразделению полиции. Вы регулярно пользуетесь моей мамой! Вы регулярно пользуетесь! Регулярно! Наталью доставили в отделение полиции. Напоследок девушка пригрозила, что всем отомстит. И тебя, И вас. и вас. А меня-то что? Я же народная мстительница. Задержанная провела ночь в камере. Наутро она проснулась с головной болью и стыдом за вчерашнее.